люблю делать первые впечатления, но еще больше я люблю делать первое впечатление, макияж и отзывы, все вместе. То есть, чтобы вы посмотрели видео и максимально оно оказалось вам полезным, на что я очень надеюсь. И давайте приступим. Это Maybelline румянчики, которые появились совсем недавно, по-моему, и у меня оттенок 10, который называется Buff. Это очень такой естественный, почти что незаметный на коже светлый оттенок, но иногда, знаете, когда вот думаешь, вот вроде и не нужно мне румян, но они всегда, мне кажется, нужны, и они играют определенную роль в макияже. И вот это именно такой вариант, когда вот вы не уверены, нужны ли вам румяна, но все-таки можно их нанести. Мягкая текстура, хорошо пигментирована, хорошо наносится и носится. Я вполне довольна этим качеством. Дальше, что меня очень-очень приятно удивило, хотя не удивило, потому что я люблю эту линейку, это консилер, который называется Superstay Full Coverage Undereye Concealer в оттенке Fair 10. Я вообще-то хотела взять средний оттенок, но что-то не доглядела. Ну как, чуть потемнее, да? Ну ладно, на зиму будет нормально. Я обожаю линейку Superstay. Пудра у меня есть тональный, все мне очень нравится. Мне очень понравился вот этот консилер. Он хорошо замазывает недостатки, очень стойкий. Немножко может подсушивать кожу, если вот у вас есть что подсушивать, да, то есть кожа недостаточно увлажненная, немножко такая суховатая. Он не скукоживает кожу, но вот если у вас есть складки, допустим, как у меня под глазами, такие естественные, то он может там немножко быть такой суховатый, скажем так. Но вот как продукт, который я купила на отзыв, я вполне довольна и очень могу порекомендовать. Еще одна вещица от Maybelline — это палетка. Она мне ее даже жаль, она столько оплеух получила, скажем так, в последнее время на YouTube. Это The City Mini Palette. У меня в оттенке 480 Matte About Town. И это одна из удачных палеток из всех, которые доступны. У них много разных вариаций. Красивые оттенки. Я очень хотела много купить вот этих палеток, но когда я посвочила, увидела качество шиммерных, я сказала, нет, они какие-то полупрозрачные, сыпучие, да, сияющие, но качество очень плохое. А вот матовые здесь, в принципе, неплохие. И вот эта чисто матовая палетка очень хорошего качества, мне она понравилась. Она не самопигментированная, но если вот подложку взять какую-то, кремовые тени, базу, она будет лучше выглядеть. Но это такой, знаете, вариант любителям нюдовых оттенков на каждый день. По-моему, новые карандаши от Maybelline Color Sensational. Именно такие вот выкручивающие автоматические. Я люблю деревянные карандаши Maybelline, они очень хорошие. Эти заявлены как очень стойкие, я так понимаю. У меня оттенок 56 Almond Rose, обалденный оттенок, и 50 Dusty Rose. Все Rose. Шикарные оттенки, мне они очень-очень нравятся, но текстура... Они мне очень напоминают мои любимые Essence в такой черной упаковке. Те тоже очень стойкие, но эти слишком стойкие. Их невозможно сдереть, смыть, как-то снять с ваших губ. Они слишком уже стойкие, это уже too much. Если вы нанесете эти карандаши под какую-то помаду, что, в принципе, подразумевается в использовании вот этих карандашей, помада будет немножко такая липковатая, да, она будет стойкая, но она может даже немножко крошиться. Да. В общем, я не знаю, очень кремовые, хорошо наносятся, пигментированные карандаши, супер стойкие, но обратная сторона медали, скажем так, они слишком стойкие и как-то странно себя могут вести. Вот у меня какие-то очень смешанные впечатления об этих карандашах. Вообще-то это никакая не новинка. Мне кажется, уже очень-очень давно вот этот продукт для бровей у L'Oreal. Brow Artist Plumper. Я только его купила. Почему я его купила? Я вообще давно собиралась его купить, потому что его, по-моему, показывала какая-то американская блогер и очень хвалила. Тушь для бровей с фибрами. Неплохая, но если вы наносите ее в зоны, где у вас поменьше волосков, эта краска, которая здесь, она заметна на бровях, на коже, выглядит не очень естественно, поэтому я бы посоветовала использовать либо карандаш, либо тени, либо еще что-то под низ, чтобы и закрепить вот этим средством для бровей, тогда брови выглядят очень хорошо, они как будто объемней, лежат хорошо. Мне понравилось вот это средство, но не в чистом виде использовать. Еще я купила и уже тестирую, и сегодня в макияже делала. Если вам понравилась моя стрелка, это новинка от L'Oreal Matte Signature Eyeliner. Почему он matte? Он вроде как и матовый, но в нем есть какой-то немножко легкий шиммер, я бы сказала. У меня в очень красивом оттенке, который называется Burgundy Signature. Могу почитать номер 05, по-моему. Здесь фетровый такой наконечник. Я вообще не очень люблю такие вот подводки, знаете, вот именно вот такие. Я люблю в фломастере, либо в такой ручке. Тем не менее, очень удобно наносить.
хорошая пигментация, красивая стрелка получается. Если ее аккуратненько нанести, если где-то не дорисовать, недостаточно прорисовать стрелку, может быть немножко проплешина. Что такое интересное в этой формуле есть, я почему-то чувствую эту стрелку на глазах. У вас такое бывало, то есть я нанесла стрелку и не то чтобы она как-то тяжело лежит, либо не знаю, но я чувствую вот эту стрелку, что она у меня есть. То есть я чувствую продукт на веках. Это у меня впервые такое, сколько я пробовала подводок. В общем, это неплохая подводка, она не самая бюджетная, 10 евро она стоит. Я могу ей посоветовать, если вы ищете красивые оттенки. Этим и отличается вот эта линейка, здесь много красивых оттенков. Я взяла на осень такой вот этот бордовый. У меня такой подводки еще нету, мне очень нравится вот этот уникальный оттенок. Еще я купила себе недавно новую тушь. Это L'OREAL Fiber. Первый слой вы наносите как бы тушь, базу, основу, которая потом помогает фибрам, которые находятся во втором флакончике, во втором отделе, чтобы они наклеились, наслоились. Здесь действительно вот эти волосинки, ворсинки, их прям видно иногда, прям ресницы подлиннее, пообъемнее становятся. Есть эффект, это да. Не скажу, что прям такие опахала, да, нет, но они помогают сделать ресницы длиннее и объемнее, если вы там хорошо прочешете реснички. Я подожду, пока она подсохнет. Я любитель немножко таких не самых свежих тушей. Но маленький минус я могу уже сказать, вот эти фибры, вот эти ворсинки, они могут осыпаться, и вот это все появляется у вас под глазами, если вы где-то почесали глаз, или вообще коснулись ресниц. Вот, мне понравилась эта тушь, но у нее есть вот такой вот минус, который вам нужно знать. Заглядывайте на мои следующие видео, я вам желаю отличного дня, хорошего настроения, мы увидимся скоро, пока-пока.